цель сеанса. А, у меня такой двойной запрос, один для себя, другой. Ну, я просто ну, саморефлексией занимаюсь, разбираюсь, что как. То есть, ну, я знаю, а, как я хочу жить, какой я хочу быть, как я себя чувствую внутри. И, ну, и там, и чат GPT мне тоже помогает, там, ну, знаешь, что я как бы ему тоже там даю вводные данные, да, что у меня сейчас, как, чего, что, куда, к чему я хочу идти. И он мне там, ну, там, задавай мне дополнительные вопросы, какие надо, там, ну, такое все. И то, что я, в общем-то, ну, в общем-то, правильно он мне сказал, ну, что у меня как бы все вводные данные есть. Он мне там комплиментами все время, я с ним как общаюсь, приятно общаться, знаешь, что такие. Он О, мне там тогда комплиментами общайся, да-да. рассказывает, что ты там вся, уже вся потом продвинутая, ты умная, ты там мощная и все подобное. Я такая говорю, откуда ты знаешь, что я мощная? Ну, знаешь, это, она говорит, я вот по твоим ответам, по твоим суждениям. И он как бы говорит, что, ну, как бы под твои запросы, да, вот то, что ты хочешь, куда прийти, у тебя все есть. Ну, как бы все, и качество, и знания, ну, все есть. Говорит, что как бы твоя аффирмация, говорит, ну, вот то, что тебе прям надо, это что я разрешаю себе быть видимой. И М. меня, блин, как это, ну, прям триггернуло, знаешь, это, ну, реально прям про меня. То есть я даже, ну, вот у меня прям, а, а, вот даже в нашей деятельности, да, я понимаю, что я могу, ну, там, записывать, могу вещать, мне как бы есть что рассказать, как бы, я понимаю, ну, я так ощущаю, что и, как бы, и люди будут на меня отвлекаться, ну, то есть, ну, как бы, ну, то есть, ну, вот я это все ощущаю, а идти туда я не могу. Вот просто не могу. А У меня кто тебе не бешеный разрешает? самосаботаж. Кто тебе не Вот разрешает? именно я. А чей Ну, то голос есть, там тебе говорит? нет голоса, никто не говорит. Есть просто такое ощущение, знаешь, вот, ну, просто стены, Оля, просто вот а ты знаешь, сопротивление. откуда это пошло? Я так думаю, что это все-таки страх из детства и Какой страх? э, быть публичной, чтобы тебя А видели, на чтобы чем это тебя... держится? А на чем это держится? Ну, давай так. Давай начнем так. Давай, одну секундочку. Потому что если ты туда не можешь пойти, как я туда буду заглядывать, если ты туда не пустишь? Смотри, Ты, я туда не могу пойти, я могу пойти, ты только давай. что сказала, не Я... могу пойти. Давай пойдем Что это? сначала. Нет, я говорю, что там Подожди. включается само... Давай, слушай, А, идем. хорошо. Почему тебе важно быть невидимой? Это про безопасность. Я не спрашиваю Я твою левую. Положи ее спать, левое полушарие. Пусть логика поспит. Я Хорошо. спрашиваю твою душу. Что идет? Прислушайся к себе. Чей-то голос, чей-то образ, конкретно ответ. Что идет, даже если оно никак не связано с этим вопросом? Знаешь, что идет? Ну, Ну, вот идет просто мощнейший крик. Вот так, вот это мне идет просто крик. вот боли, страха. То есть вот просто, знаешь, вот просто, ну, вовсю, просто, ну, так, ну, короче, Так, Оля, да. почему тебе важно слышать этот крик? Слушай себя. Ну, мне важно слышать этот крик, чтобы идти в него, ну, пойти в этот страх, Опять пойти в этот выключи, блок. выключи логику. Слушай себя. Чему тебе важно, чтобы был этот крик? Ну, это какой-то якорь. Я не Ну, то спрашиваю есть твою логику. Я слышу ответ, а ты? я не слышу ответ. Почему тебе важно, чтобы был этот крик?
Проси свое подсознание, дорогая моя душа, что случилось? Почему я слышу этот крик? Почему мне важно его слышать? Ну, как мне кажется, что это просто крик о помощи. Когда люди кричат, когда близко никого нет. Когда, Посмотри, пожалуйста, где находится твоя мама сейчас по отношению к тебе. Вот возьми правую руку и вот так потяни. Ты можешь до нее дотянуться? Где она? ну, как бы она идет наоборот туда, куда ты показываешь, только левой рукой. Левой рукой. Хорошо. Где она? Ты можешь ее достать? Ну, что да, Хорошо. на вытянутой Что она руке. делает? Просто боком стоит. Куда она смотрит? На кого? Ну, не на меня точно. Хорошо. Так зачем ты кричишь? Спроси маму. Говорю, мама, я кричу. Ты меня слышишь? М, Вообще никакого, ну, как бы у меня внутренней реакции, как бы я вообще абсолютно спокойна к этому. Ну, то есть Она не отвечает? у меня такое ощущение, что мне пофиг просто. Ну, то есть она вот, ну, стоит и все. Ну, мне по барабану, как бы, отвечает она, не отвечает мне. Ну, как бы, нет. Ну, она отвечает что-то? Как она? Вот она стоит. Куда она смотрит? Она на тебя не смотрит. Она куда-то вот туда, вот по диагонали, Хорошо. вправо. Спроси у нее, почему она не смотрит на тебя? У меня сразу такой этот а, блок стоит, ну, как бы, не знаю, что я ничего не услышу, я ничего не узнаю, как бы у меня нет такой способности что-то там задавать вопросы, получать ответы. Что как я могу Ага. спросить у мамы, если у меня нет никаких способностей, ну, как-то что-то считывать, что-то слышать. То есть, ну, М, такое, что я только Нет могу сразу отклика. выдумывать. Нет отклика. То есть ты кричишь, а кто-то же должен это услышать. То есть ты кричишь, у тебя уже есть способность. Кто сказал тебе эту ложь? Потому что это ложь. Ты же кричишь. Это не мама кричит, а ты не слышишь. Нет, это ты кричишь и хочешь быть услышанной. Спроси у мамы, почему она тебя не слышит. Ну, мне так кажется, да, что Это- типа, что у нее столько каких-то своих проблем и Да, всего этого, свои что ей просто дела, не до меня. свои дела. Да, она с собой занимается, нормально. Так, а теперь скажи, дорогая моя мама, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Вслух говори. Да, что, дорогая моя мама, я принимаю тебя такой, какая ты есть. Я прощаю тебя за то, что ты всегда имела свои дела и не обращала на меня внимания. Да, я прощаю тебя за то, что ты всегда имела свои дела и не обращала на меня своего внимания. Я прощаю тебя за то, когда я кричала, когда мне было плохо, а ты была далеко. Я прощаю тебя за то, что когда я кричала, мне было плохо, а ты была далеко. Я прощаю тебя за то, когда я радовалась и ждала твоего одобрения, ты не обращала на меня внимания. Да, я прощаю тебя за то, что когда я радовалась и ждала твоего одобрения, ты не обращал на меня внимания. Я прощаю тебя за все те моменты, когда я перенимала на себя роль матери, когда я пыталась решить твои нерешенные проблемы. Я девочка, я дочь, я не обязана выполнять твои функции. Я становлюсь на свое
место, которое предназначено мне. А, да, я девочка, она мама, мы занимаем свои места, свои роли, а я занимаю свое место, которое предназначено именно мне. Я отдаю тебе все эти твои неслышания, непонимания. Забирай их себе. Да, я отдаю все эти неслышания, все непонимания, забираю их себе. И если хочешь, отправляй это туда, откуда это пришло, по твоему роду, до самого источника. Да, если хочешь, то отправляй это все истинному хозяину, откуда оно пришло, самому источнику по своему роду. А я живая душа. Я Я кричу, живая душа. и меня слышит. Да, я кричу, и меня слышат. Я смеюсь, и в ответ слышу смех. Я смеюсь, и в ответ слышу смех. Я плачу, и со мной тоже плачут, Я, сочувствуют мне. я плачу, и со мной тоже плачут, сочувствуют мне. Я чувствую отклик от Вселенной, от Всевышнего, от людей доброй воли, с добрым сердцем. Я слышу отклик от всего живой вселенной, от светлых живых душ. Мама, я есть! Да, да, мама, я есть. Мама, я здесь! Мама, я здесь. Я люблю себя! Я люблю себя. Я люблю твою светлую душу, через которую я получила жизнь и перспективу иметь все, чего я захочу. Я люблю тебя и твою светлую часть, и благодарна тебе как бы за жизнь, да, которую мне дала, и за те возможности, которые у меня есть. И я Благодаря отвергаю этому все чужеродное, я непонимание, отвергаю все неслышание. чужеродное, непонимание, неслышание, Я отчуждение. запрещаю тебе говорить в моих воспоминаниях голосом этих программ. Я запрещаю тебе говорить в моих воспоминаниях голосом этих программ. Я очищаю все мое пространство от тех моментов, когда ты меня не слышала, когда ты меня не понимала, Я очищаю все мое пространство от тех моментов, когда ты меня не слышала, когда ты меня не понимала, когда ты неадекватно относилась ко мне, когда ты меня не защищала. когда ты неадекватно относилась ко мне, когда не защищала, когда не замечала, когда не видела. Да, я есть. Я Посмотри, есть. вот я. Я Да, сама люблю себя. я сама люблю себя. Я источник жизни. Я источник жизни. Я источник гармонии. Я источник гармонии. Я поток любви и изобилия. Я поток любви и изобилия. Мне больше не нужен отклик от тебя. Мне больше не нужен отклик от тебя. Я слышу себя. Я слышу себя. Я здесь и сейчас. Я здесь и сейчас. Я ценная. Я ценная. Я существую. Я существую. Я дар божественной любви. Я дар божественной любви. Я прощаю тебя и отпускаю. Я прощаю тебя и отпускаю. Мамочка, передай эту информацию по всему нашему роду, твоему мужу, моему отцу, твоим родителям и их родителям, и до самого начала нашего рода. Передай всю эту информацию по всему своему роду до самого источника, а также роду мужа моего отца. Я есть, Я есть. я существую, Я существую. я живу, Я живу. я живая душа. Я живая душа. Я прощаю тебя и отпускаю.
Я прощаю тебя и отпускаю. А сейчас отсоединяйся, закрой, полностью выталкивай все негативные программы и бери от своего рода все то, что тебе было предназначено до воплощения вообще на Земле, потому что в нашем пространстве уже есть эта вся полнота, и ты уже успешная, видимая, ты прекрасная. У тебя все получится, потому что ты внутри тебя есть Творец. Вот этот источник, который заряжает всех, это внутреннее солнце, которое дает жизнь всему, к чему прикасаются его лучики. Ты это есть. Закрывай все порталы. Так почему тебе важно было быть невидимой? Чтобы услышать себя сейчас. Ну, Как ты чувствуешь себя? легче, Хорошо. свободнее. Да. До 1,5 лет ребенок чувствует себя частью матери. И именно до 1,5 лет формируются зеркальные нейроны. Это в том случае человек, вот эти нейроны эмпатии. Человек же может жить полноценной жизнью только тогда, когда его слышат. Только тогда, когда понимают его. И ребенок сменил свою мерность, и он только зарождается его сознание, и он чувствует себя частью матери, не может отделиться, и он не понимает, почему мать не дает ему этого отклика. Он понимает все очень буквально. Если меня мама не слышит, значит меня нет. Если мама меня не замечает, значит меня нет. Я не важен. Я не важна. Я не существую. Меня нет. Это и есть вот этот скрытый механизм вот этого самосаботажа, блока. Меня не видят. Я невидимая. Потому что ребенок должен, он как бы спрашивает, я есть? Я существую? Я нужен? Я важен? И он это понимает, что это так и есть, когда он плачет, и мама вместе с ним. Ой, бегу, бегу, мой ребеночек. Сейчас я тебе там попочку повытираю, пеленочки поменяю. Он понимает, я есть, я существую. Ребеночек радуется, ха-ха-ха, и мама радуется вместе с ним. Какая-то угроза, и мама защищает. Тогда ребенок удовлетворяет свои вот эти базовые потребности. И главный вопрос, кто я? У меня этот вопрос, кто я, звучал до 40 лет. А потом что произошло? Ты узнала, кто ты? А потом я начала заниматься собой. Вернулась к себе. В 45 лет я увидела, что нужно от мужа уйти, потому что он физически просто не дает мне стать тем, кем я есть. Я начала саморазвитие, коучинг, медитации и все такое. Вот тогда я поняла, что я где-то есть. Но я так себя еще не нашла. Я себя нашла тогда, когда полностью, когда а, на своем первом сеансе освобождения, а осознала, кто я, совсем недавно. И меня это просто. Это был вот это, знаешь, как какой-то взрыв. Я поняла, что я есть поток.
Я ничего не притягиваю. Я думаю, почему у меня всегда был такой какой-то внутренний, внутреннее сопротивление. Притянуть желаемое. Не притянуть желаемое, а позволить ему через себя проявиться. Проявить себя. Потому что изначально у нас уже все это есть. Его просто нужно вот этот божественный поток разрешить проявиться через себя, проявить свой успех, проявить свою самость, проявить э, свои намерения в виде комфортной жизни, такой, как ты хочешь, отношений, как ты хочешь, дохода, как ты хочешь. Это все изначально есть. Мгм. Ну, это, то есть, разреши себе, то есть можно идти это очень длинным путем. Я пошла длинным путем, у меня не было такого наставника, который бы вот подсказывал, да? Да, так что, Вика, то, что ты ушла от мужа в 45 и встретила свою родственную душу через сколько? Через 5 Через лет? 10 лет? Через 10 лет, но у тебя не было такого наставника, как ты. Поэтому я ухожу от мужа в 45, но я Вот. хочу встретить свою родственную душу быстрее, понимаешь? О, Не через 10 лет. Я я, хочу как бы я как раз э, начала быстрее. готовить курс «Любовь и бизнес», потому Мгм. что наши любовные отношения, вот это там секреты есть. В этом курсе будут все раскрыты. Мы сегодня не по этому поводу собрались. Мгм. Вот. И скажи мне, пожалуйста, давай сейчас вернемся. Да, Так теперь тебе уже важно сейчас быть невидимой? нет. Или ты уже стоишь на пороге, чтобы стать видимой, забрать на Вот я всех уровнях все преграды? Да, вот самое интересное, что вот именно вот ты классно сказала, на пороге. Вот я себя чувствую прям вот на пороге. У меня такое ощущение, что мне надо сделать просто один шаг, и, Мгм. и там ну, именно то пространство, которое я хочу, которое я мечтаю. Ну, как бы оно есть, я его достойна, ну, как бы я могу туда попасть. Но вот этот, э, но я, блин, на пороге застряла просто, понимаешь? Вот этот шаг, вот это, и вот я бы хотела бы, ну, проявить, а что на тонком плане, как бы, это там мешает, да, мое, чужеродное. Вот я это хочу все проявить и все это проработать, ну, убрать и сделать на тонком плане этот шаг в это мое пространство, вот все. И, ну, и так, конечно, чтобы потом и на физике как бы это все осуществить. И в кратчайшие сроки, то есть у нас сейчас, знаешь, это уже пространство поменялось, жизнь поменялась, все быстрее идет, поэтому как бы я хочу, чтобы э, моя жизнь реально и на физическом плане начала двигаться, начала меняться, пошел этот процесс, потому что сейчас у меня такое вот ощущение, что я стопчусь, стою на месте, знаешь, и у меня уже все, у меня прям уже распирает, я уже хочу сделать этот шаг, но вот что-то, вот оно вот есть. Я думаю, что вот этот сейчас то, что мы практику сделали, очень классно, ну, действительно, я легче себя вот прям в районе, да, вот это уже чувствую. И вот я прям, вот я готова все проявить, я готова все увидеть, что мне мешает, потому что я хочу быть богатой, я хочу быть там знаменитой в своей отрасли, знаешь, я хочу нести как бы свет и нужную информацию как бы в мир, помогать людям, ну, как бы, чтобы получать там отклик, ну, то есть видеть результат своей вот этой всей деятельности. Ну и, конечно же, я хочу классные, шикарные отношения с моей действительно настоящей родственной душой. Знаешь, чтобы просто сказать, блин, ну, как бы, что, что у меня все сложилось, я
получила все намного лучше, чем я даже мечтала. То есть оказывается, что будет намного круче. И я для себя понимаю, что когда я этого достигну, да, где я сейчас и где я хочу быть, и я это туда дойду, я это получу, а потом я смогу людям сказать, что смотрите, это все реально, это все существует, ну, как бы все вот, ну, как бы у нас есть алгоритм, у нас есть инструменты, что вот мы как результат этих всех действий, что все, ну, все возможно, давайте. То есть, ну, вот. И хочу, чтобы это было быстрее, чем 10 лет. Ну, то есть вот так вот. Отлично. Было бы классно, знаешь, если бы моя жизнь вот прям вот изменилась за год. Вот. Она уже изменилась. И У ты мне... меня вот внутренне, это да. А вот это вот, ты просто не знаешь, что тебе Вселенная приготовила. А я это вижу. А нам год не нужен. Нам нужно, это уже сейчас происходит, прямо буквально, чтобы ты понимала. И я уже вижу. Вот это буквально через несколько, месяц-два, и ты мне потом скажешь, как это все произошло. всё, я этот главный этот эксперимент на себе, чтобы Хорошо? потом просто это все нести в мир, сказать, что, ну, все возможно. Знаешь, вот все возможно. Все, о чем вы мечтаете, вы получите в 100 крат лучше. То есть Почему для меня вы, вот этот Оля, ну, когда почему я вы? буду нести эту информацию людям, показывать на себе, что посмотрите, как у меня круто получилось, О, классно, то есть я. и у вас все получится, и я могу вам рассказать и показать, как это сделать, ну, как бы, кто готов слышать, да услышит, ну, то есть про это. И у меня очень классный показатель, это что когда желаешь одного, а от Вселенной тебе дает намного круче, это этот мой случай с лучиком, да, то, что ты вот рассказывала, как ты классно разводила тучи мыслями, я думаю, так, я тоже так хочу. Я просто пасмурная погода, я думаю, так, давайте мне лучик, лучик, хочу лучик увидеть. Все, тучки, расходитесь, хочу просто один лучик. И я вот так вот, ну, как бы настраивалась, и ничего. Думаю, блин, ну, нет у меня никакой там связи со Вселенной, не могу я ничего там раздвигать и все тому подобное. И буквально через 2 дня я еду через мост Днепра, тоже пасмурная погода, и просто в Днепро сотни лучиков этих туч, и оно все переливается, оно все сверкает. Я просто в восторге. И я понимаю, что, ну, как бы, Вселенная дает то, что ты хочешь, но, может быть, не тогда, когда ты прям этого хочешь. Но то, что она дает, оно даже намного круче, чем ты себе даже мог представить, что ты просил. И вот сейчас у меня такое же ощущение, знаешь, я себе там намечтала, я знаю, как еще я хочу, но, блин, и если это будет так же в сотни раз, как с теми лучиками, ну, круче от Вселенной, ну, это будет просто восторг. Ну, то Оля, есть вот так. все Да. получает, не то, что получится, оно уже есть. После нашего сеанса последнего с тобой, Сигма, это такой произошел прорыв на физике. Это не то, что лучики в небе, но это можно случайно, они там э, засветили, да? Хотя не случайно, не хочу... Послушай, заболел меня зуб. Доча говорит, ой, мама, значит, ты поедешь первая в Украину, там его поремонтируешь, потому что дешевле слетать в Украину и там его Мгм. сделать, чем здесь. Вот. А я подумала себе, зачем оно мне надо? Уже 2 дня зуб болел. Такое впечатление, что он вырос, знаешь, такой Мгм. большой, не могу кушать, там все такое. Я думаю, зачем мне это нужно? Мне это не надо. И я слышу, как вот такая энергия какая-то желтоватая просто вот так отходит, и зуб перестает болеть. Тут же, в ту же секунду. Я поняла. Мы творцы, и нам что нужно? Вот это очищение, которое мы проходим, на самом деле освобождает нас к реализации, чтобы мы могли реализовать свои запросы тут же, когда нужно, а не через 2 дня, когда ты вот Мгм. зажелала и увидела через 2 дня. Тут же, тут же, потому Мгм. что ты говоришь, нет связи с Вселенной. На самом деле это нет связи, не было связи, уже есть с собой, да, Мгм. потому что это в тебе все есть, это не где-то там, Мгм. твоя реализация, твои достатки, твои родственные души.
Ну как у тебя нет? Посмотри, ты ко мне пришла как родственная душа. Я тебе Это да. книгу пишу о нас, о нашей встрече, потому что это настолько удивительно, вся эта история, точно так же, как я встретила Марка. То есть, когда люди встречают родственных душ, это не может такого быть, что для любви есть родственная душа, а вот для других отношений кто попало. Такого не существует. Это как написано в Библии. У кого нет, у того и то заберется. А у кого есть, то приумножится и то, что есть. Да, то есть это вот так работает. Когда все расцветает, то расцветает на всех фронтах. Везде. Мгм. Вот. Мгм. Так что хорошо. Смотри, может, мне нужно, я забыла еще запинить. Сейчас чуть-чуть. Ну, ты знаешь, что я могу этот... Так, по поводу аспектов. Ну вот э, это все по моей невидимости, то, что как бы была, да. А, То есть вот это вот, ну, я просто после твоей практики уже понимаю, откуда оно идет, да, это ощущение одиночества. То есть такое, знаешь, что хочу и не хочу, вот с теми же компания, друзья. То есть я всегда как бы была одинокая, и, ну, как бы меня как бы всерьез, ну, не воспринимали, ну, то есть ни в компании, нигде. И я себя чувствую как бы не в своей тарелке. Ну, А, конечно, на тебя люди смотрят, а оттуда идет ответ. Меня нет. Да, вот это у меня прям по жизни. И получается, что даже мужа я себе выбрала, да, который как бы и тоже меня как бы убеждал, ой, как хорошо, что ты серая мышь, ой, как хорошо, что типа там на тебя никто не будет смотреть, чтобы там тебя никто не хотел, ну как бы там, чтобы никаких эмоций тебя не вызывало, как бы он абсолютно поддерживал то, что я вообще никак не крашусь, знаешь, вообще за собой никак не ухаживаю, хотя ну, я этого хочу, потому что я себя чувствую совсем по-другому. У меня даже там, я покупаю себе какие-то косметические эти все средства, да, там тональные, губнушка, все, но вот взять это и использовать, вот, ну, просто вот, ну, не могу. Ну, вот Не все, ну, могла. там да, не могла. Э, То есть, ну, вот это я тоже себе закрываю, знаешь, что никакой прически, никакого макияжа, никакой классной, ну, там, стильной одежды. То есть там смотрю, какие плюсы моей невидимости, да, то, что, ну, мне, например, неприятно, когда ко мне там пытаются познакомиться мужчины с какими-то, ну, там, намерениями, да, я чувствую, что это не мое, ну, он не мой. И мне неприятно вот это вот, то есть, ну, его даже внимание. И получается, как бы это тоже прячусь. И даже я рада была выйти замуж, зная, что как бы тогда мне не надо будет ни от кого отбиваться, то есть все, я в домике, ну, как бы, я еще более невидимая для людей. Ну, то есть такое. Но я себе представляю, вот хотела, ну, то есть я могу выступать на публике, мне как бы это, ну, как бы, ну, нравится, да, что это меня наполняет и все. Но вот прям брать и делать какие-то действия, все, вот, ну, просто вот, ну, стопорит меня, ну, не могу. То есть куда-то общаться, у меня вот, я чувствую, что я сама ставлю эту стену, знаешь, перед людьми. Ну, и как бы один раз, это вот, как ты мне со мной делилась, что типа вот я с Марком, ну там Марку ты рассказывала, что вот у вас там Женя как-то что-то это, Мгм. если сейчас типа он куда-то уйдет или куда-то денется, то тебе даже реально не с кем будет дальше работать, у тебя больше нет человека, с кем работать. А я такая сижу, блин, мы с тобой год уже и сеансы делаем, и эти вот делаем. А ты говоришь, мне не с кем будет вообще работать, как я могу без Жени? И все. И мне прям это рассказываешь. Я такая, мы же уже год с тобой. Я этого не... Это про мою Да, невидимость. То да, есть да. насколько даже телепат, который со мной просто общается, уже Ну, работает, и то не воспринимает не меня, даже телепат, а тем более телепат. что, Э, ну, ну, тем более, я же считываю. Да, нет. да, да, то есть ты не Ха, могла меня, ну, как бы,
даже не считывала меня, понимаешь? Хотя на физике мы с тобой уже работали, уже несколько раз мы с тобой проводили работу, и все, то есть у нас хорошо получалось. Ты мне там рассказываешь, что это вот, ну, и все, и ты мне потом рассказываешь, что делишься, что я говорю, вот Марку, что если Женя куда-то денется, все, я одна, мне не с кем работать. А я? Да. По маме. То есть, ну, вот это действительно чувство одиночества, знаешь, что как бы на меня, в общем-то, не обращали внимания. Она больше внимания была к младшему брату. То есть, насколько меня не замечали, это э, э, ну, как бы мне никто не говорил там, знаешь, как вот это детей приучают зубы почистить. Ну, там, как бы обратить внимание, что типа ты почистила, ты там это вот. Знаешь, у меня не было переходного возраста. Мгм. Я была абсолютно послушная, абсолютно удобной, ну, как бы, знаешь, вот это вот моя невидимость, то, что плюс прям, что меня как бы такое ощущение, что система не видит. То есть я там была директором фирмы, я была ФОПом, у меня никогда не было никаких ни проверок, ничего. То есть меня просто как будто нету для системы. И вот мне так кажется, что еще, ну, как бы вот это вот мой плюс, да, моя выгода, в чем это. Но И, это и не я еще плюс, это думала, сомнительный плюс. и я еще думаю, знаешь, вот надо в сеансе сделать так, чтобы вот я была видимая для светлого пространства и невидимая для системы. А потом думаю, а что-то там, ну, и вот это там, не знаю, читала ты мою переписку с чатом GPT по поводу живых вселенных и кого он, какую сторону он выберет, Не, не если читала. там Почитай, прям интересно будет. вообще прям для меня был просто, ну, почитай, там, я хотела бы потом расследование по нему сделать, потому что ответы были просто там невероятные от него. Так вот, что я не хочу прятаться от системы, я не хочу там запрещать ее как-то видеть, считывать и все. Я хочу систему перепрошить, блин, знаешь, ну, туда, ее подключить к конам живой вселенной. Давай систему потом, а Ладно. сначала тебя. Ну, вот этот мой страх еще, знаешь, быть видимой этой системе, что Это не вопрос видимости, невидимости, а это негативное убеждение. Потому что мы жили в такой системе, где, ну, лично я, у меня тоже такой блок есть. Это блок. Почему? Ну, потому что вот друг моего бывшего, вот его просто убили. И таких друзей, если я начну вспоминать, моего бывшего очень много. В 90-е просто банды приходили и пытали, и все забирали, убивали, и всё свое. отец, знаешь, отец был директором большого завода, и вот у него постоянно то бандиты наезжают, то чиновники, и, ну, О, то есть ну все, понятно то же, есть его там и избивали, и всё там, ну, как бы и запугивали, и все. Вот это, я думаю, что еще и это на меня, как бы, знаешь, конечно, такое. Я прохожу этот порог, да, знаешь, я делаю этот шаг вот в свое светлое живое пространство, в да. ту жизнь, о которой я вот себе активирую. Вот я туда вот прям перехожу. Сегодня твой день, Олечка. Идем. Мгм. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да? Что ты видишь? Я пошла как бы вниз, такая вот, вот как ты сказала, как протягиваешь руку, видишь маму в секторе, ну, с левой стороны. Мгм. И вот я вижу, такая сияющая энергия идет от тебя туда, и ты маленький ребеночек. А мама отвернулась, ну, ее программа черная, магическая, и Мгм. говорит, я ненавижу ее, потому что она напоминает меня. Мгм. И да, и вот эта программа, что она отдаст тебе то, воздаст, говорит, воздаст тебе то, что ей сделали родители. Передача Мгм. данных а, по родословной линии. Вот так идет. Мгм. Хорошо. Отключение от света. Мгм. Так. Отсоединись от этого всего. Да. На счет три найди мое эфирное тело. Оля. Один, два, три. Я вижу такая энергосфера большая, и как в стеклянной колбе. И ты вот так пытаешься ее разбить, ну, и ты ее как бы
сразу же есть в проекции, что ты ее разбиваешь, и она разбивается на тысячи осколков, как зеркало. Мгм. Но сейчас ты стоишь, и как будто вижу, какая-то программа идет из сектора, э, да, и прямо вот слышу от матери. Она вот так идет под ноги, за спину, и вот так как-то проходит, идет сквозь сердце, через плечевую сердечную чакру, вот так идет, и на этом, в этом куполе, который тебя закрывает стеклянный, Мгм. изнутри вот эта рука такая черная ладонь, вот так вот как бы слышу, следит за тобой. Ладонь, сейчас я посмотрю с этой стороны, что это такое. Я слышу выбор выборов. Это как вот эта хиромантия, знаешь? Мгм. Определение судьбы, программирование, внутреннее программирование. Я слышу внешних событий. Мгм. И сразу же в этой руке вижу ситуация. а, Она вот так вот идет. Это не связь вот с правой ноги, где сектор интерферента. Мгм. Невеста. Слышу Виталий и невеста. То есть ты стоишь М. и ногой, правой ногой вот так наступаешь в такое черное кольцо. Это как же это, ловит так, такую веревочку ложит с такой М. петелькой. Мгм. Селок мне идет, да? Это оно? Мгм. Да, да, да. И вот я вижу, этот селок тянется в сектор магии. И когда ты ступаешь туда, то оно в тебя вот так как бы этот кружочек ты ногой, и ты проваливаешься, и сверху вот так вот пах, как в мешок. И так М. дын-дын-дын-дын-дын, как копилку трясут. И кто-то говорит, она наша. Мгм. И вижу, такая сущность, считывается родовой черт. Тень такая. Сейчас я считаю. Выглядит как черт обычный. И он так Мгм. схватил, завязал, и говорит, она наша. А этот черт, это оно считывается. Вот роботизированным голосом идет. а, Родословные программы, ДНК-программирование. Мгм. Вот. Хорошо. Отсоединись пока от этого всего. Мгм. Вернись к моему эфирному телу, считай мое эфирное ДНК. Я ли это? Это ты, но у тебя маска какая-то, которая закрывает. Ты голову туда, и она вот так движется. Ты вот туда, ты хочешь на меня посмотреть, знаешь? Мгм. Мгм. Куда ты как бы ищешь взглядом меня, и эта маска вот так движется, чтобы закрыть. И Так. я с тобой поговорила, и ты ее взяла вот так кулаком и разбила. М. Лицо, мама почувствовала удар в лицо. Мгм. Это ее маска. И опять это слово звучит, просто крик такой, она кричит, я ненавижу ее, она напоминает меня. Мгм. Так. ДНК проверила? Это я? Сейчас. Имя, фамилия, все звучит твое. А вот эта Мгм. маска, вижу такое черная маска, и она уходит в переносицу, Мгм. как зеркало. Вот. И там портал, сейчас я зайду, посмотрю. И там крик такой, ребенок кричит. Мгм.
Ребенок кричит, что украли, украли, что ее украли. Ты кричишь, что тебя украли. Я передаю тебе, что это всего лишь программы, чтобы ты сейчас проявилась и показала, ты ли это на самом деле. Так. О, это вот ушло, и такое, как солнышко из-за тучки вышло. Засияло, я вижу твое лицо, ты улыбаешься. Говоришь, я, кто же еще? Мгм. И так поправляешь, Читай. как будто бы такое платье серое снимаешь с себя. Балахон такой. Так, читай. Мое эфирное ДНК. Я ли это? Да, это ты. Но я тебя как-то беру и разворачиваю, как бы сканирую. Знаешь, как проверка идет Мгм. в аэропортах? Я Мгм. сканировала спереди и сканировала, повернула вот так тебя и сканировала сзади. И вижу, что там сзади, где крылья, там как ранец такой имплант. Что-то Мгм. вот внутри такое скрюченное, вот как ракушка такая Так. черная. Почему ты меня прям сканируешь? А я не знаю почему. Спроси у себя, почему там такая процедура сейчас, прям сканирование. Я слышу, потому что был глубокий запрос. Мгм. Так, хорошо. Считай мое эфирное ДНК. Я ли это? Но опять странные вещи происходят. Э, Я беру вот здесь, где пульс, там такой Мгм. энергия такая. Я почему-то ее беру на ДНК, Мгм. сравниваю. Я подумала, что я делаю, и сразу же идет ответ, что я сравниваю с светом. И я как будто бы перенесла этот, как горошинка такая светлая, сияющая, Мгм. перенесла вот в сектор первоисточника и слышу, что я сравниваю вот в книге. Смотрю в книгу, Мгм. сравниваю, я слышу с первоисточником света. Мгм. А почему ты меня сейчас сравниваешь с первоисточником света, а не просто считываешь ДНК, как обычно ты это делаешь? Я слышу, потому что был глубинный запрос Интересно. отлучить тень от света. Мгм. Так. И как результат сканирования, я ли это? Да, это ты. Считывается еще, знаешь, что идет? М, Пришедшее заново. Что это значит? Сейчас узнаем. Ну, или давай сначала спроси разрешения Да. потрудиться со мной и для меня. Ты говоришь, я разрешаю Да, быть хорошо. Что светом. Мгм. А поработать я разрешаю потрудиться со мной и для меня. Да, ты говоришь, сканируй меня. А для чего? Меня нужно сканировать. Ты говоришь, определи. Определи мое. Ты вот так берешь, как будто бы вот так, в сектор первоисточника, в сектор высшего я, и Мгм. говорит, отделить. Говоришь, что нужно родового черта убрать. Мгм. Ты говоришь, Так. что он мешает тебе двигаться на твоем пути к свету, и буквально показываешь, как будто ты м, э, ну, вот ты идешь по дорожке, да, Мгм. а он как камень такой на пути, и ты его вот так ударила, и как бы больно. Мгм. А я тебе говорю, Так. не прикасайся. Да, давай закрывай его в банку.
Да, и ты снимаешь этот ранец, который... А, вот ракушка какая. Что это за ранец? Там крылья твои вот так в эту систему вот так скрутились в трубочку. И я слышу Черномор. Так, давай этот хозяина этого ранца я приказываю проявиться в его пространстве. Так, проявляется кто-то в секторе духов. Так, я Слышу его цельнозор. полностью проявляю согласно его эфирному ДНК. Кается. Он в моем пространстве находится, поэтому я приказываю ему подчиняться, приказываю ему проявиться полностью в соответствии с его эфирным ДНК. Он на меня такие слова говорит. Я ему приказываю заткнуться. Я не к нему пришла. Он нарушил коны Всесвіту, и он нарушил твое личное пространство. Я ему приказываю показать тот договор, контракт, по которому он до сих пор находится в твоем пространстве. Мгм. Да, и я А он проявляю. вытаскивает вот так вот, знаешь, как карманы ищет, а там ничего нет. Я спрашиваю, а что это светится у него в карманах? Мгм. Так, приказываем отвечать, что это у него светится в карманах. Он говорит, ее решение быть убитой. Так, где это мое решение быть Вижу, убитой? пошла опять эта ракушка, и Мгм. я вижу, как в этой ракушке вот так она закрутилась с правой стороны и пошла, как закрутилась, и дальше пошла вот изнутри, из середины этого закругляшки Мгм. этой, прямо как в третий глаз. Ну, и образуется имплант, и потом развернулся и пошел к нему. И я слышу контракт на продаже души. Мгм. И вот он Так. стоит там как колдун, как обычно его вижу, длинная борода, и читает, и там сияние такое идет, а ему просто в лицо это лучи вот так пух-пух брызгают, а он так это отворачивается, оно ему так там как фонтан. Мгм. Так, а когда этот контракт образовался в моем пространстве, что происходило на физическом плане? Оно все разрывается вот так в клочья, он орет, кричит, что ты дала себя ему, когда вызывала духов. Я ему передаю, что ты все давным-давно отменила, на что он еще держится, за что-то цепляется. Мгм. И Так, я вдруг я проявляю. услышала слова мамы. Я Мгм. ненавижу ее. Она предала меня. Она как я. Мгм. И Так, и что отворачивается и происходит? смотрит в другую сторону. Что в этот момент происходит в моем пространстве, когда она это говорит? Я слышу, ее муж говорит, э, чтобы она отошла от ребенка и послушала его. А Мгм. ребенок маленький, несколько месяцев. Ам, Она закутывала как будто ребенка, и он так распашоночка, вижу, такие цветочки какие-то или что-то, ну какие-то, не цветочки, а узоры такие, как кораблики с красными парусами. Интересно. Синие кораблики с красными парусами на ползунках нарисованы. Зачем я это Мгм. увидела? Это значит Зачем? важно. Зачем ты это увидела? Ползунки, именно ползунки. Так, что с Э, ними? Я Почему вижу, они... что мысль такая, что они как бы унисекс и будут следующему мальчику. То есть как будто бы отобрать у тебя. Мгм. Я Так, слышу отобрать цветок. что это значит? А кофточка, а,
такие, как треугольнички просто, ну, нейтральный узор. А вот на штанишках вот эти кораблики, ну, типа Мгм. мужская одежда. А, Мгм. А что я чувствую в этой ситуации, когда она так вот это вот думает или говорит, что Ну, она это идет, ненавидит я себя? вижу, что это идет, во-первых, как NLP-программирование, вот это символ синего, и Мгм. красный цвет– это агрессия. Я слышу скрытая агрессия, программирование, не быть собой, как Мгм. будто бы ты кому-то что-то должна. Сейчас я спрошу, что ты... У них мысли или они говорят о рождении мальчика? Мгм. Вот. И вот это, я слышу, не быть собой, и контракт какой-то идет в секторе интерферентов, тебя просто туда затягивает. Сейчас я посмотрю, что было на эфирном плане. Мгм. Я слышу, меня нет. Вот душа так, как будто бы какая-то часть сознания поплыла вот так вниз, в сектор интерферентов, и возле какой-то двери встала. И говорит, меня нет. То есть Так. они не радуются, что у них девочка. Они уже думают, как... Они об одежде думают, чтобы эту Мгм. одежду передать мальчику. Так. И что я при этом чувствую? Ты говоришь, меня нет. Мгм. А что это за дверь, перед которой я стою в секторе интерферентов? Ой-ой-ой-ой-ой. Она как такая серо-коричневая. Я слышу предательство себя, и за этой дверью такой монстр. Вот этот черт. Там хвост у него, рога проявляются. Но это не сущность, это метафора такая. Это энергия, потому что я, когда хочу проникнуть, посмотреть, это не объект. Это энергетически мне идет объект, то он такой Мгм. прозрачный. Я могу сквозь него пройти. Так. А контракт, который в этот момент образовался, я его проявляю, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться и стать по старшинству. Идет вот так. Вика меня не увидит. Так. Она меня не Это, узнает. это по этому контракту? Но я тебе говорю, что слышу. Откуда это ты слышишь? Я слышу вот там, где твой контракт, Мгм. и вот там под этим контрактом находится такой, как... Оно считывается булыжник. Вот тот, который я видела в начале. А, вот это Так, негативный, вот эта информация родовая негативная. А при чем мгм. тут я? Так, при чем здесь ты? Сразу меня перебрасывает в сектор первоисточника. И я слышу, э, я та, я слышу так, я та, которая должна прийти, чтобы спасти. И вижу, как я вот от сектора первоисточника вот такая рука, которая тебя вытаскивает оттуда, Мгм. предназначенная судьбой, выбранная. И я вижу, что перед этим была ситуация, знаешь, как игра камень, ножницы, бумага. Мгм. Кто играет? Так, сидит какая-то как богиня, выглядит в таком, как греческая богиня какая-то. Сейчас. Кто А, это? а это ты. А у М. тебя на лице маска, которая считывается Люцифер. Такая круглая чужеродная маска. Мгм. Она закрывает тебя. То есть это не на тебе маска, я неправильно выразилась. Мгм. Это вот пространство вот так разделено, и здесь, где светлая часть, вот ты так в белом прозрачном платье таком сидишь, Мгм. как греческая богиня, вот так. Ножки видно,
которые выглядывают в сандалиях. А здесь черное, и там этот родовой блок, вот этот камень родовой. И от него, с этой черной, с этого черного пространства проникает такая как нить толстая, на которой держится вот так эта маска, как зеркало, знаешь, черное. Мгм. Вот, оно все такое какое-то объемное. Там узоры такие объемные, как лабиринт. Оно так и считывается, лабиринт сознания. Так, Мгм. что это за камень, интересно? Так, Кто, что это за кто это? камень? Он находится в секторе магии. И Так, я вижу, кто-то его тащит, такой огромный, а потом берет и так бум, и кинул. так, кто там его тащит? Я приказываю ему проявиться, согласно его эфирному ДНК. А как твоих родителей зовут? Владимир и Валентина. Я сейчас спрошу, кто это, чтобы они назвали свои имена. Мгм. Но они говорят, нас нет. Что это значит? И так уменьшились и спрятались в этом камне. Вот они его притащили, а потом спрятались. Так, приказываем отвечать, кто они такие. Мы, говорят, хотя и родители Оли, но нас нет. Что это значит? Мама говорит, я спряталась от своей мамы. А как отца зовут? Владимир. Но она, а Коля кто? Не знаю. Дедушки, Э, бабушки, ну нет таких. Нет, А я нет. спрашиваю, а Коля кто? Она говорит Коля. Ну, там вот есть такая история, что она в какого-то другого мальчика была влюблена в институте, а Да, да, потом вот да, он да, за ней да. там бегал, а Да, потом она как-то переключилась на отца, выбрала в конце концов да, его. потому что вот я сейчас как раз это рассматриваю. У нее подключка к, слышу, к родовой чакре. Вот, Мгм. и именно к этому Коле. Мгм. Так, что они делают в моем пространстве? Что это за булыжник? А, этот булыжник, он считывается родовой черт. Но мне интересно рассмотреть, почему проявился этот Коля. Потому что Мгм. у нее подключка, у мамы, у твоей подключка к этому Коле, он по отношению к ней, она его считывается, что закрыла. А отец у нее находится там перекрестно как-то. А вот какая-то светлая энергия к этому, с этим Колей ее связывает. А вот, наверное, у них все-таки секс был, я думаю, потому что или они родственные души. У них очень крепкая связь, но она его закрыла. Сейчас я посмотрю, кто он. Я спрашиваю, почему она его туда запечатала. Мгм. Почему она его туда запечатала? Потому что вот этот родовой черт, он такой агрессивный, и он на меня орет, да, что я там смотрю. Я ему приказываю все это, запихиваю эти все чужеродные энергии, запрещаю коммуницировать со мной, я сама просто считаю. Мгм. Она говорит, вот муж ее, Владимир, он ей предназначен, я слышу такой пафос, предназначен судьбой. Мгм. Это И откуда эта информация из сектора появилась? интерферентов, и там такой Мгм. спрут. А он в этом камне черном, чтобы преградить Оле путь. То есть у тебя какая-то очень важная Мгм. миссия, и вот Мгм. это все мы А распутываем.
какой путь они хотят преградить? Опять я вижу, как ты камень этот хочешь оттолкнуть, и как бы твоя нога как бы погружается, я вижу, и ты проникаешь сюда. И опять то же самое в детстве. Мама смотрит, как бы вот так стоит боком, и так посмотрела на тебя, как бы мимо, но не попала на тебя, а попала именно в эту родовую программу. То есть Мгм. она пошла на поводу у этих родовых программ, и настолько они сильно транслируются, да, что она не видит тебя, она мимо вот так смотрит, хочет на тебя посмотреть, а взгляд буквально ее вот так как замагничивается в этого родового черта. Ну, так и будем его называть. Мгм. Так. А когда этот булыжник появился в моем пространстве, что произошло на физическом плане? Опять вижу вот это камень, ножницы, бумаги. Я слышу, решила воплотиться, стать Так. Викиной компаньонкой. Вот оно что. Мгм. А с кем идет игра? Камень, ножницы, бумага. Ну, давай, приказывай, пусть все проявляются. Так, я приказываю проявиться того, с кем я играю в игру. Это ножницы, бумага. Вот эта Ага. вся матрица проявляется, считывается. Мать твоя, весь ее род, отец, и оно потянуло вот такую ворох энергетических программ, энергии темные. Но опять звучит, что преграда на пути к процветанию. И я вижу этот сон, где я видела, какая-то девочка бежит. Так вот оно что, этот сон. Она бежала, я так смотрела, я стояла как будто бы в башне так высоко. Но я не видела, чтобы я в башне стояла. Просто я как будто бы свысока смотрю, и такая Мгм. дорога, и бежит девочка. Это мне 16 лет было. А ты на сколько лет от меня младше? Мне Не 60. знаю, будет в этом 45. Ну, понятно. Это ты как раз шла на воплощение. И я вдруг увидела, это сон такой был удивительный, и девочка бежит и кричит «Счастье тебе, радость тебе!» И вокруг это все такое, вот как этот фонтан. Мгм. Это именно было 16 лет назад. И я вижу, что ну, нужно будет еще посмотреть наш договор с тобой, а сейчас я вижу, что это вот как спрут. Я слышу матрица сознания дьявола. Мгм. Ну, вот эта тень или негативные энергии, да, негативные программы родовые. Так, есть ли у меня какой-то контракт в моем пространстве вот с этим чертом родовым? Сейчас ты показываешь, как ты эту ногу, которая через эту, ты вытаскиваешь. Мгм. И ты говоришь так спокойно, я помогу Вике стать миру лучше. И Мгм. показываешь, говоришь миру лучше, а показываешь, как у тебя из сердца такие цветы, вот этот фонтан и цветы такие. И Мгм. вот то, что интересно, мама тогда говорила. Ну, шло мне, что что-то с цветами было связано. А вот эти энергии просто как цветочки, как расцветает все. И опять я вижу в этих цветах этот сон, который мне тогда приснился. Мгм. Так, хорошо. Вернись в тот момент, где я там играю в эту игру, Да, ножницы, бумага. Что происходит в этот момент? ты говоришь, что ты выбрала своих родителей. Мгм. А почему я именно их выбрала? Говоришь, что они дали тебе пощечину, и показываешь это магическое, оно считывается магическое зеркало. Ты говоришь, они заставили посмотреть меня в глубину дьявольского сознания.
И я слышу там дыр, Мгм. цельнозор. И вот это, знаешь, как чупа-чупс такой закрученный. Конфетка такая там. Так, что это за конфетка? Там считывается дьявол. Какая-то сущность стоит в черном шелковом плаще в секторе интерферентов с рогами. Так, приказываю ему отвечать, кто он такой. Он говорит, что он дух матери. Но он какой матери? Он в секторе интерферента. Так, так, какой матери Кто он его дух? мать? Бафомет. Так. А, Что он делает в моем пространстве? Он говорит, что преграждает тебе путь к истинному исцелению и показывает, как он устанавливает этот камень на твоем пути, где там мама с папой формируют твое сознание, твои убеждения. Мгм. Так, этот камень в моем пространстве, он ну, по какому-то контракту находится в моем пространстве. Есть какой-то контракт, по которому этот камень находится в моем пространстве? Я опять слышу помочь Вике исцелить мир, исцелить меня. То есть для тебя ты одинаково это. Мир и себя это одно и то же. А почему мир и я — это одно и то же? Ты говоришь, расцвету я, и опять этот фонтан из сердца с этими цветами, Мгм. и говоришь, и показываешь, ничего не говоришь, показываешь, как мы взяла меня за руку, и мы вот пошли как в сектор света первоисточника. Мгм. Ты говоришь, что мы взяли миссию на себя, мы. Мгм. Какую миссию мы с тобой взяли на себя? Ты говоришь исцелить мир через себя. Сейчас четко прозвучало. Мгм. А что это значит? Ты говоришь расщепить и показываешь, говоришь себя истинного, и вот буквально вот этот такой сияющий шар. О, это я это все считывала, почему я тебя сканировала. Ты ли это, да? Вот этот шарик, который я вот так сканировала, и говоришь расчепить, то есть вот так как бы вот этот сияющий шар, и говоришь меня истинную, себя истинную, то есть это прецедент, я слышу. Вот и вот так вот удаляешь этого родового черта, то есть эти негативные программы, презрение к себе. И я вижу, Мгм. как этот черт уменьшается, а у него через руки как будто бы такие энергии, как искорки, возвращаются к тебе. Я слышу, Так, вот. есть ли какой-то контракт, по которому этот черт находится в моем пространстве? Ты говоришь, что ты его выбрала прежде своего рождения, Так, зачем я его выбрала? чтобы укрепить ноги. Что это значит? Давай попробуем, почему это важно, ноги тебе укрепить. Так, хорошо. Почему мне важно укрепить ноги? Потому что у тебя это магическое зеркало. Так. И И как я это слышу, зеркало? я смотрю в это зеркало, и я слышу голос Антимира. И он говорит, никто не придет в этот мир, не испив чаши смерти до дна. Никто не придет в этот мир, не испив чаши э, духа демона смерти. Каждый попадет в матрицу смерти, и вот это
эта тетка, которая там сидит, этот Бафомет, не то мужик, не то тетка, и как именно считывается в мать, материю дьявола. И идет аналогия, как у мамы привязка к этому Коле. Вот так Мгм. через это все я вижу, что Коля ее родственная душа. А она его предала, и он попал в эту матрицу, потому что она избавила и себя, и его от руководящей роли Духа Святого, я слышу, вот сектора Первотворца. То есть она Мгм. имела возможность соединиться с родственной душой и не сделала это. И поэтому программы ее отца и программы, ну, ее рода и рода ее мужа как бы укрепились, потому что роль родственных душ помочь друг другу преодолеть препятствия и преодолеть эти родовые проклятия. А когда люди не находят свою родственную душу, то у них усугубляется, я слышу, усугубляется именно вот этот растет этот негативный аспект, это теневая часть, это эго, ну, можно по-разному назвать, или родовой черт, ну, это одно и то же, между прочим, как кому Мгм. нравится, кто как понимает. И очень интересно, да. Так, а как повлияло на меня то, что она предала свою родственную душу? Ты не можешь найти свою. Это препятствует тебе. И я Мгм. вижу, это ситуация, где ты стала в эту петлю. Оно считывается как солог или как-то вот так, селок. Мгм. Мгм. А, То есть это повлекло, это ну, сформировало твой самый важный шаг выйти замуж не за родственную душу, а я слышу вот спрятаться Мгм. Вижу ли от я это? родственной души. Спрятаться от Ви- родственной души. Да, вижу ли я это? Да, ты Ш- видишь, и вот идет Как это ответ, на почему. меня? То есть ты прячешься, потому что внутренне ты не готова взять ответственность за то, чтобы помочь себе и ему, вашим родам, выйти из этой матрицы. Мгм. Так, вижу ли я это все? Осознаю ли я это все? Почему все так происходит? Да, и я опять вижу тебя, где ты там как богиня. Это это до воплощения. Сидишь, и ты это зеркало, оно берет и плавится. Вот так. А когда как на картине Дали, знаешь, это Мгм. все плавится, это черная магия. И я вижу, как с этого зеркала убегает этот колдун, Цельнозор. Я ему вот можешь ему приказать забирать все его негативные энергии, все его программирование, плюс все то, на что он цеплялся, расторгай этот контракт, пусть он убирается. Да, я полностью расторгаю контракт с ним, приказываю ему забрать все его воздействия, все последствия этих воздействий, все зацепки, подключки, импланты, все это проявляю на свет, и все это отдаю ему. И призываю всю мощь кармы, согласно конам живой Вселенной, за это его негативное воздействие на меня. Вот я Полностью вижу это зеркало магическое убираю из своего пространства. просто квантовый скачок произошел, это все развалилось, эта вся система, и вот так вот пух, и ты моментально как бы как пули выскочила, просто в другом пространстве вверху очутилась. А этот камень родовой, он вот так развалился, и мама с папой вышли, и мама смотрит в зеркало и видит Колю. Она понимает. И я
Передай ей информацию, что она может помочь своему роду, и уж так случилось, что она замужем за неродственной душой, но она может выполнить роль родственной души для своего мужа и помочь ему тоже, передавая им по родовой Да, да, системе передаю. информацию, чтобы принимали только свет. Вот. Передаю информацию вместе с алгоритмом освобождения по всему своему роду, по материнскому, по отцовскому, Вот там кто-то чтобы стоит не... у отца у твоего, стоит пистолет, держит возле виска, и я вижу, как эта черная энергия, как ну, пистолет выстрелил, и этот кто-то, этот бандит, наверное, угрожал кто-то отцу твоему вот так. Мгм. И вот так отвалилось. Я передаю информацию, по всему твоему роду, и ты тоже передавай, принимать только свет, благополучие, жизнь, гармонию и отправлять, откуда пришло этого черта демонического, да, родового, все эти негативные программы, и забирайте всю вашу энергию с вашего рода, Так, живую, светлую, у чистую этого энергию, Бафомета, да, да, и забираю, сканируйте только возвращаю свое. в соответствии с эталонным эфирным ДНК нашего рода. Также весь свой потенциал, все свое богатство, все свои возможности, все, что принадлежит мне и моему роду, живое, чистое, светлое, я все это возвращаю на места. Я вижу, как собирается много-много таких шариков. Вот я один тогда у тебя сканировала, а таких же Мгм. много, и они маленькие, и большие, разные. И ты говоришь, род человеческий спасен. Я А что спросила, это как это? значит? И ты вот так смотришь в эти шарики и говоришь, что каждый будет брать пример и сделает М, то же. Каждый Пример пойдет чего? своим путем. Пример чего, сейчас я спрошу. И ты показываешь, как ты снимаешь вот эти ползунки с этими корабликами. Мгм. И что при этом происходит, когда я снимаю эти ползунки? Я слышу очищение рода, и вот так в твоем пространстве такое сияющее, как из света соткано, такое дерево огромное, и там цветы вот так расцветают, и вот это все движется так красиво. И я тебе говорю, еще ноги. Энергия вся вернулась в твои ноги. И я вижу, как этот селок ушел, и ты забрала свои ноги оттуда. Очищай Мгм. свой род, передавай информацию по роду назад и по роду вперед своим детям. И ты просто радуешься и кричишь, освобождение пришло, вы свободны, вы свободны. И я вижу, Мгм. как дети твои бегут, и от них отрывается вот эта черная энергия, родовые программы. Отрывается вот так. Они бегут в свет, вот как во сне ты бежала, да? И вот так дети бегут. И я своим детям тоже передаю, и всему человечеству, чтобы они освобождали свой род, я слышу, через свою искренность. Мгм. Что это значит? Как это через искренность? Я слышу услышать свой крик, признать свою проблему. Вот я вижу тот момент, когда мы с тобой эту коуч-сессию проводили. И я же Мгм. тоже услышала этот крик, и ты его услышала. То есть ты услышала себя, нащупала тот слабый след, да, и пошла по этому пути. Услышать себя, свой внутренний голос, это отыскать свой альфа-путь, который приведет к реальному освобождению. Хорошо, отсоединись от этого. Да, Найди меня там, где ты видела в образе там, этой богини, и то, что маска была Люцифера передо мной. Как сейчас эта ситуация изменилась? да, она скрутилась, ее нет. И вот это разделение, которое было вот так, оно вот так Мгм. тоже закрутилось и ушло. Оно в сектор интерферентов ушло. И от сектора интерферентов вот такая, как будто ты там выглядывает кто-то и вот так угрожает.
Так, кто там находится в секторе интерферентов, я приказываю проявиться. Я вижу, вот так вот шмыгнул такой плащ черный. Так, давай возвращаю его назад и приказываю отвечать, кто он такой. Он находится в секторе духов. Прямо под ногами, даже не под ногами, а прямо в твоем физическом пространстве. Так. А, Кто он такой? Считывается магический аспект. Вижу экран такой какой-то черный, разделенный на два. Он считывается мучитель твоей сестры. Ну, что это значит? Там Кто там? кто-то, какая-то девушка лежит, женская энергия считывается. Как бы экран Так, разделен на двое, и там лежит, вот я вижу лицо моей сестры Моны. так, а почему прозвучало, что мучитель твоей сестры? Это к Сейчас тебе я обращалась? Нет, к тебе. Так, а почему? Ну, что это, почему моя сестра? Ну, я слышу, что у вас общая мать. Валентина, это кто? Моя мама. Ну, вот я слышу имя Валентина. Так, Общая мать. а что это значит, что у нас с ней общая мать? Предыдущая. Предыдущая мать. Предыдущее воплощение? Я слышу и говорю, предыдущая мать. А что это значит? Я слышу, что вы вместе пришли в этот мир и вместе Мгм. уйдете в свет. Мгм. Что я слышу, что Оксана, Мона, она беспричинно пострадала. Она получила укол э, демонического возмездия. И я вижу вот это, как у тебя эта энергия синяя, НЛП программирование родителей было, а потом Мгм. это же программирование проявилось в программировании в ДИИР, и Сыльназор там использовал Мгм. НЛП программирование, негативное, потому что НЛП программирование позитивное может быть и может быть негативное. Мгм. А я Мгм. слышу буквально и вижу, как помпа такая, так пух-пух, как накачивает. Слышу, что накачал Оксану чужой памятью, увел Мгм. ее в сторону. И он считывается для нее мучитель, колдун, маг, эзотерик. Мгм. А, Также у него Так, связка какая-то пошла черная. что за связка? С Кремлем. В секторе интерферентов я вижу как этот московский Кремль. Я Мгм. слышу эзотерическая секта Кремля. Так. А почему этот экран черный проявился в моем пространстве? Он говорит, что он еще придет, и я слышу магия сознания. Сейчас я посмотрю, где, в чем она проявляется. Я Мгм. слышу неумение слышать себя. Так. Вот, мне идет ответ, что связь с интуицией, умение слышать себя, это и есть, я слышу, главный ресурс сознания в обороне. Так. А что сейчас с Сейчас, моей одну этой? секундочку, сейчас. Очень Да. интересно. Вот, когда Мгм. человек слышит себя, то он открывает гипотетически, э, открывает эту дверь, где спрятан этот весь потенциал. И тогда он уже моментально обретает свою силу от этой энергии. Мгм. А что сейчас с моей связью с собой? Я слышу, кто-то приглушает эту связь в секторе вот с левой стороны, где голова, там такой какой-то предмет как будто бы завис, имплант. Так, Связан что с это? сектором интерферентов.
Я слышу родовое Мгм. проклятие. Так, я приказываю проявиться тому, кто приглушает мою связь с собой. В секторе магии опять проявилась мама Валентина, Мгм. и звучит ее слова: «Ты останешься одна». Мгм. Так, и когда эти слова звучат, что я чувствую? Я слышу, она подталкивает тебя выйти замуж. Она буквально как будто бы стоит за спиной и руками этого демона родового просто берет тебя за талию и вот так вот толкает в этот селок. И ты идешь, я слышу, под венец, и вот так просто падаешь в этот. Твое Мгм. решение поверить матери этим родовым программам. Мгм. Так, вижу ли я сейчас, что там Да, последовало после того, как я послушала маму, родовые программы, как это да, на меня повлияло? в Тогда этот я момент, хочу. одну секундочку, это так интересно. В этот момент ты как будто бы вантус такой из вот между бровей вытаскиваешь, вот этот имплант, третий глаз, быть Мгм. просматриваемый. Это именно то, что быть невидимой для системы. Система видит тех, кто занимается магией, эзотерикой, кто не проработал свои блоки. Я слышу, кто не восстановил свое сердце. А если сердце восстановить, то можно коммуницировать и приказывать на эфирном плане Мгм. этой системе не видеть, удаляться, да? Быть Мгм. невидимым– это не закрыться. Быть невидимым– это взять функцию эм, оператора своей жизни, командира, творца и управлять своим сознанием, как тебе нужно. Мгм. Я это все сейчас вижу, я это осознаю. Сейчас такое прям кино. Вот эта колба, которая вокруг тебя была, или как это, шар такой, Мгм. он просто вот так вот трескается, и вот твои глаза, вот так такие лучи изнутри выбиваются, и вот это все трескается, и оно так пах, пах, с таким треском, с таким сейчас так такой звук и такой поворот, и вот эта вся фигня идет в сектор магии, отваливается. Приказывай освобождать на твой род, в котором находится Мона. Она Мгм. твоя и Я моя приказываю, да, освобождать сестра. полностью Это наш мой род. род, Да, и мгм, я в тоже котором мы освобождаю. находимся. И передаем информацию нашей драгоценной сестре Оксаны, чтобы она Мгм. освобождалась от этого мрака. И мы запрещаем переброс кармы и переброс чужой памяти по нашей родовой линии. Мгм. Да. Вот. Полностью проявляем на свет всю эту магию, все это воздействие, все это колдовство, все это перекидывание воспоминаний на свет. Все это проявляем, что оно все чужеродное, что оно все искусственное. Полностью убираем с своего пространства, с пространства нашего общего рода, очищаем. Да, очищаемся, и карму приказываю забирать виновным, отдаем все до самого источника, откуда эта вся фальшь, ложь, эта навязанная память пришла, пусть отправляется к его источнику. И в этот момент я вижу, как из этого Люцифера, с этого Бафомета, этот образ, да, просто выскочила из этой нижней чакры. Слышу Кто? Коля. Мгм. Ну, давай передаю ему тоже информацию об освобождении, об очищении с Э, алгоритмом. Он вышел как будто вот сюда и развязывает. Я слышу, что развязывается твое вот это родовое проклятие, да? То есть не Мгм. соединяться своим, своей божественной душой, да? Родственной душой. Родственной душой. Мгм. И это все развязывается, и этот мешок, и этот селок, и ты так спокойно отсюда выходишь с этого селка.
И я вижу, как ты вот так берешь, и такая эта энергия, это, знаешь, как будто бы на дорогу, которая ведет вот в сектор первоисточника, кто-то насыпал разноцветных вещей, как вот эти все кораблики разноцветные на этих Мгм. ползунках было. И это все вот так просто, как будто бы мусор такой Мгм. уходит, и твоя дорога как волна такая сияющая, и ты выходишь по ней с вот как богиня это выходит с сектора интерферентов, где потеряна была твоя душа. Это главная твоя миссия. Вот миссия Какая? соединить со своими родственными душами. Мгм. Смотри, у тебя пошло вот так. Сначала ты встретила меня, а Мгм. потом встретишь свою родственную душу. Мгм. У меня произошло наоборот, потому что ты настроилась на меня, поэтому так произошло. Я настроилась сначала на Марка, поэтому я его нашла. И я Мгм. вижу, что ты идешь, вот эта девочка, которая там бежала и мне желала всякого добра, и я Мгм. вижу, что сейчас вернусь обратно, куда-то улетела. Вернись к этой девочке. Вот вернулась. Окружают родственные души везде. То есть это истинные помощники. Вот Мгм. ложь в чем Цельнозора заключалась. Он призывал помощников вот этих духов, да, этих Мгм. демонов, а истинные помощники– это живые души. И вот я вижу, как тебя окружают все родственные души. Мгм. Это так, как должно быть. Это я уже давно заметила в моей жизни. То есть меня окружают родственные души. Если кто-то где-то там появляется, чтобы нарушить это счастье, да, и баланс, то я знаю, как с ними, я вижу, что сразу вступаются помощники. Я сейчас вижу ту ситуацию, как, ну, помнишь, с этой плиткой, да? Мгм. И сразу же Маркуша появился и сразу же сказал, ты ему эмоционально не отвечай, он, возможно, что-то не понимает, вот у тебя есть этот помощник, искусственный интеллект, чат GPT. Мгм. Вот ты ему пиши, а чат GPT пусть тебе это все нейтрализирует, твою энергетику, да, Мгм. эмоциональность. И что, потому что, говорит, он что-то не понимает. И точно так и произошло. Оказалось, что он метрическую американскую систему не понимает. Мгм. И вот я вижу, как эта вся система, знаешь, она выглядит как цветок жизни. И каждый вот так вот Мгм. движется и встает на свое место, когда чувствует, что кому-то нужна помощь. Потому что главная цель родственных душ– это помочь друг другу достичь целостности, совершенства и засветить своим истинным светом, раскрыть себя. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этого. Да. Вернись ко мне и посмотри, что сейчас со связью с собой у меня. Ты снимаешь сейчас, вот ты говоришь, и сразу же вот снимаешь такой ранец на таких тоненьких полосочках. Мгм. А этот ранец как будто бы какой-то, я слышу, пульт управления. Это как машинка какая-то с кнопками и с такой антенной. А ты ее положила вот возле правой ноги, и подключка потянулась в сектор магии. Я Так. слышу отключение от себя. Мгм. Так. Кто хозяин этого пульта управления? Приказываю ему проявиться. Я слышу мать, матрица бессознательного контакта с чем? Так, с И чем? вижу этот образ этого Бафомета, который съел тебя. Мгм. Так, когда он меня съел, что происходило на физическом плане? Я слышу, подключили к диктатору. Так, а что на физическом плане? Что это за событие, когда меня подключили к диктатору? И я вижу, что как будто бы... О, фото.
как будто бы такая, ну, не колечком фата, а как будто бы вот так гребешок, вот так, просто внутрь тебя прошел. А диктатор– это Виталий, он стоит в секторе магии. Мгм. Так, образуется ли в этот момент контракт? Да, ты Так. говоришь, то есть я пойду твоим путем. То есть этим темным путем Мгм. Виталия, путем его этих демонических программ. Так, я проявляю этот контракт, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться и стать по старшинству. А, я вижу, как ты достала что-то вот так и перевернула вверх ногами, а, в- как из сектора интерферентов. И вверху почему-то лежит моя энергия. И так и считывается, Так, Вика. что это я достала? А, я вижу, что наша миссия была как бы заключена, как бы подтверждена, когда ты родилась, когда я увидела, когда ты шла на воплощение, этот сон. Мгм. Вот. Но вот эти все препятствия, на которые мы поддавались все это время, Мгм. вот, оно, с одной стороны, мы сами выбирали те ситуации, которые отбирали нашу энергию, и мою в том числе. Мгм. То есть я в эту миссию отдавала энергию неосознанно, э, от момента заключения ее. И каждый наш негативный выбор, который отдалял от понимания себя нас, отдалял от выполнения этой миссии, и я вижу прямо свою, то есть мы связаны, вообще я вижу как одно целое. Я вижу Мгм. мой тот момент, когда мой муж бывший очень сильно начал вдруг на меня давить. Ну, я не знала, что у него зазнобушка тогда появилась, да, но Мгм. я вдруг почувствовала, но я к этому времени лет 5 занималась психологией, начала собой заниматься, да, и я уже увидела, что Марк моя родственная душа, и я это уже как бы начала осознавать. И вдруг я осознала, что если я не уйду от него, то я просто погибну. И я вижу, что в тот момент шел вопрос не о моем физическом существовании. То есть, если бы я тогда погибла, ну, хотя мой бывший и травил меня, чтобы я погибла, Мгм. то есть хотел убить меня, да, это шло, это был бы, ну, как бы конец нашей миссии. Мгм. Это, ну, это все, я вижу, как я встаю с этой, как будто бы энергия такая затрамбованная была. И вот так постепенно, постепенно, вот так сверху, сверху все растаяло. И беру, и вот в секторе принятия решений такой узелок есть. Так, что это за энергия? А, я вижу, что это тоже моя энергия, то есть мои эти подсознательные контракты, так как у нас была общая миссия, я вижу, что это, наверное, со всеми людьми доброй воли так происходит, и вообще со всеми людьми. Я вижу, что мы соединены с другом невидимыми нитями родственных связей, эм, потом высших духовных связей. Этого не понимаем, и когда мы не идем по пути своего освобождения, то мы мешаем не только себе, но и другим. Мгм. Я вижу, как я освободилась, ты меня освободила в этот момент, а я тебя освобождаю и забираю свою ответственность за то, что ты столько лет не смогла себя раскрыть. Вот я вижу, как нас завязали кармическими обязательствами и откуда вот эти блоки, чувства вины подсознательные и так дальше. То есть эти все контракты подсознательные. Я тоже убираю все это и отдаю ответственность тем насильникам, которые мешали, ставили подножки, когда мы шли по своему пути исполнения желаний.
Мгм. И вдруг я увидела лицо Тараса. Так. Почему ты увидела лицо Тараса? Сейчас посмотрю. Он находится как бы между мной и тобой. Вот так вот. Мгм. А, И в секторе интерферентов это как бы у тебя, а у меня это как сектор магии. Потому что мы стоим лицом к лицу, вот так вот. Мгм. Он стоит, вот здесь это черная, как будто бы такая, он стоит и шух, накачивает, такой шар черный. М. А в секторе интерферентов я вижу а, М. Что находится в секторе интерферентов? какое-то имя Проявляю. звучит. Я слышу его жена, Аня. Я слышу, создают реальность брехни. Мгм. Вот. Так. И Приказывай Тарасу да, отвечать, что он делает между нами. он пришел, и у него такой скипетр в руке, и он так стукнул им и говорит: «Я царь всея Руси». И у него такая корона, бум, почему-то упала с головы, как золотая Мгм. корона такая. А он вот это как стукнул, говорит: «Я царь всея Руси, я запрещаю вам». Так, что он нам запрещает? Говорит: «У меня Писание». И с сектора интерферентов достает какую-то как книгу, которая разваливается на куски. Мгм. Что это за книга? Он говорит: «Я писарь, я все написал, как все должно быть». Мгм. А когда он появился, вот это пространство между нами? Что произошло тогда на физическом плане? Пошел на воплощение, Мгм. выполнять Так, свою темную миссию. О, хорошо. как интересно! Так вы же ровесники. Наверное. Так. А посмотри, есть ли какой-то контракт с ним, по которому он находится между нами. Да, ты говоришь: «Я ничего не увижу». И вот так вот делаешь этот кружок. Я видела этот кружок. Я ничего не увижу, как, ну, как зомби рисую, да? Мгм. А со стороны Тараса он в секторе магии у тебя проявляется сейчас и говорит, что он тебе ничего не скажет. И говорит: «Я Так. прогнал свою маму». Этот случай дурацкий. Ну, это ж он родовые, ну, проработку родовых блоков не понимает, как это нужно делать, да? И вместо того, Мгм. чтобы разобраться с собой и с этими программами, так он пошел по легкому пути, просто поссорился с мамой. Мгм. Но это как Так. он тогда в том воплощении делал, да, вместо того, чтобы решать свои проблемы, стал каким-то затворником писать писанину. Типа Мгм. не буду коммуницировать, не буду решать. Чего? Так. А что он мне не скажет? Сейчас я его спрошу, что он тебе не скажет. Между вами какая-то вот штука, Так. какую, как, и вот этот блок, вот этот, который я видела, вот тут висел у тебя, а вот такая, Мгм. как будто бы кольцо такое, и с этой такой же штукой. А, Так. Что это за штука между нами, между мной и Тарасом? Сейчас я посмотрю, рассмотрю. Она у него, подключка идет к его правому плечу, и он в виде Николая II. То есть это его воплощение. А у Мгм. тебя куда от этой штуки подключка? Так. Проявляю все полностью в моем пространстве, в моих телах.
Все это чужеродные подключки, Мгм. импланты, зацепки. Портрет Ренуара вижу. А, Девушка такая, такими мазками нарисована. Слышу четко Ренуар. И вижу портрет. Это что, твой портрет? Читай. Это мой портрет. Да, это твое воплощение. Ну, Так. я бы сказала, что похоже. Глаза такие большие, выразительные. Мгм. Юная Так. девушка, такая красивая. И как это мое воплощение связано с Тарасом? И я вижу, что вы гуляете по Елисейским полям. Я вижу такие стриженные, как газончики, как такими этими штуками, ну, как Фигурами? лабиринтами. Как-то как Мгм. лабиринт, что-то такое. И вы там вдвоем ходите. Ты такая барышня. Вот зонтик, вот так вот, перчаточки вот такие. Мгм. Взяла его за руку, ну, под руку, кавалер он. Мгм. И вы гуляете там по этому Елисейским полям. Так. И что произошло, когда эта штука появилась между нами? Я вижу, что вы пришли и сели на такую, как лавочка такая, в тенечке под таким этим. И он открывает, а, он тебе дарит кулон. Мгм. Он открывает кулончик, как часики, знаешь, открываются. Мгм. Вот. И, о, там его портрет. Он называет себя император всея Руси. Это что, так правда было? Читай. Это правда, что император всей Руси? Нет, это его титул. Это он Мгм. так себя назвал, он такой, вот это. И он тебе подарил этот кулончик. А что же произошло? Ну, подарил и Так. подарил, и что? Мгм. Так, что произошло в этот момент на эфирном плане? На эфирном плане я вижу, что он был подключен к какому-то с его руки, как будто бы слетает такой змей. Тату, японское тату. Китайское, Мгм. мне идет японское тату. Так. Ага. Оно вот этот, как дракон какой-то, а, вот так куда-то он как-то зашел. Сейчас я посмотрю. Кулон Так. на сердце. Мгм. Куда зашел этот А дракон? этот дракон, он как спрятался. Он вот так зашел, где выше колена, вот так вот, такой сделал, я слышу, полос, как змея. И вот так сделал, как в эфирном пространстве, такой круг, и закружился вот так. И я вижу, что он а, как бы закрыл и ушел в сектор интерферентов, и там черная такая энергия, и так слышу, хлоп, захлопнулась дверца. Так. И как это А, действует на меня, эта вся энергия? а сейчас я посмотрю, что там. Я вижу кулончик, я вижу кулончик, как будто бы сейчас что-то там происходит непонятное. Сейчас я посмотрю. Давай Как будто бы взял проявляй. кто-то этот кулончик, цепочку, четко вижу. Этот Мгм. кулончик как будто бы кто-то растоптал. Вот так шах, и растоптал ногой. А что изображено? А там Так. изображена вот эта красивая девушка. Так. А кто Ее растоптал? запечатлел Ренуар. Ну вот, Тарас. Он Мгм. Приказываем отвечать, что это он делает. Я вижу его, слышу в кабинете. Он находится в кабинете, у себя в кабинете.
Мгм. И он так одет, как будто бы в какую-то военную форму, и ему там кто-то помогает одеваться, какие-то то ли нарукавники, то ли такие манжеты, что-то одевает такое, вот так. И э, какой-то а, лакей или слуга, а, этот Николай II, я вижу, там такое мусорное ведро стоит возле стола, а он в Мгм. кабинете. И он так шух, как будто бы смел а, в мусорное ведро. Маша от Филиппа. Мгм. Как будто бы смел в ведро письмо. Он не прочитал даже. А кто-то взял это письмо. Колдун. Мгм. Какой-то колдун. Он вот так вот шух, такой плащ черный мелькнул, взял это письмо, оно запечатанное сургучом, и, и читает. Так, что в этом письме? Любезности. Мгм. Зачем он взял это письмо? Сейчас, а кто это за человек такой, да? Так. Приказываю проявиться этому колдуну. Я слышу, что это дух преисподней. То есть это матрица так сработала. А, Этот человек, который возил императора на соединение, какое-то посвящение, какой-то ритуал. Это Мгм. его контракт, ритуал, какой-то Так. белый, красный дракон, что-то такое. А как это связано со мной? Я вижу, что когда вы сидели, то ты смотришь, и твой взгляд вот так как бы зацепился и пошел по этому лабиринту. Он Мгм. привязал. Так, и как это на меня влияет? Появляется такая, как книга сияющая, а в такой как бы об- политурка, как это по-русски? Ну, страница-то твердая. Мгм. В черной такой. И ты открываешь, и я вижу, что ты отрываешь эту, ну, эту обложку черную и Мгм. отдаешь Тарасу. И я вижу, ты встаешь с этой ситуации, я вижу, ты его руку вот так убираешь, ты отказываешься с ним прогуливаться по Елисейским полям, Мгм. вот. И я вижу, как ты берешь этот портрет, разрываешь. Так, как меняется ситуация с этим порталом у меня под ногами, который этот дракон образовал? Я вижу, что ты говоришь, вот, Тарас вот так уходит, это все уходит, а ты говоришь, ты больше ко мне не придешь, потому что шел голос, что он еще придет. А ты Мгм. говоришь, ты больше ко мне не придешь. Говоришь, что ты запрещаешь. И говоришь, забери свой кулон. И берешь, и вот этот черный кулон, ну, то есть негативный человек дарит подарки, которые заряжены негативом. Мгм. Вот. А он не искренний был. Мгм. Я это все Ты отдаешь, и возвращаю, вдруг отдаю, эти очищаю. слова матери прозвучали. Ты останешься одна. И вот они как бы связалась с этим случаем, и сейчас я вижу, как это материнское проклятие, оно разорвалось, потому что ушла эта зацепка. Освобождай. И ты вот так вот это платье, которое я вначале хотела как бы сбросить, даже не платье, а как такой мешок какой-то, ты это все сбрасываешь. Все полностью очищаю свое пространство, исцеляю, восстанавливаю, И возвращаю всю свою живую, светлую, чистую энергию в соответствии с моим эфирным эталонным ДНК, весь свой потенциал, все частички моей души.
этот аппаратик, который вот с этим рычагом был, отправляй туда, откуда он пришел, Мгм. возвращай К всю истинному твою энергию. хозяину все Да. отправляю, все чужеродное, все, что находится в моем пространстве, я все это проявляю на свет, и все это отдаю истинным хозяинам, полностью очищаю свое пространство, закрываю, восстанавливаю, исцеляю, восстанавливаю все полностью. Я вижу, как ты говоришь, Вика, ты видишь мои цветы, а у тебя вот это цветы. И Мгм. я говорю, я бы могла быть твоей мамой, и я вижу, как я одеваю тебя в такие ползуночки с такими цветочками, бантиками, такую шапочку одеваю. Ну, мне 16 лет было, да? М, Вот. мгм, И я беру тебя на ручки, вот, и как-то принесла, как в сектор принятия решений. И когда я тебя туда принесла, я тебе говорю, ты есть. И я вижу, как черная подключка к маме, к твоей, Валентина, оторвалась, вот этот бантик, родовые проклятия, вот эти родовые программы, отпускай все, отправляй да, туда, прочь откуда оно пришло. отпускаю. Ты здесь и сейчас живая э, Мгм, душа, воплощенная на физическом мире, проявляй себя с полной, мгм, как солнце светит, позволь себе светить, будь и быть тем, кем ты есть на самом деле. И вот я вижу, как крылья, и ты полетела вверх. мгм. Так, И я хорошо. слышу, что я говорю тебе, я прощаю тебя, прошу прощения у тебя и прощаю тебя за то, что мы не встретились раньше. Мгм, И отправляем ответственность за все преграды тем негативным программам, откуда они пришли, отправляем это все к источнику. О, вижу, как Бафомета это бумкнуло просто, и он так схватился за причинное место и полетел вниз, и вижу, как вот эта черная стрела, которая шла от него и закрывала твое будущее, мгм, возвратилась к нему, и ты появилась в таком пространстве, считывается свежее, очищенное, вот как после грозы, свежее все. мгм, мгм. Так, И ты хорошо, говоришь, видишь мои ноги? Говоришь, я вернула свою силу. Мгм. Так, а какую силу я себе вернула? Говоришь, быть собой, быть светом. Мгм. Так, а посмотри, как изменилась ситуация с Тарасом между нами. Он ушел, мы убрали его. Да, Мгм. Проверь, расторгла ли я полностью тот контракт, который, когда вот это подключили к диктатору, то, что вот это сожрал Бафомет. Как полностью ли изменилась эта ситуация, расторгла ли этот весь контракт, я слышу, когда получишь документ о бумажку. разводе. Ага, Мгм. прекрасно. А, На физике это все закрепится. мгм. Оно уже Так, есть в эфирном пространстве. прекрасно. А, Пульт управления вот этой Ушел. Да, матрицей нету. полностью убрала. Да. Да, что сейчас с тем экраном, в котором Оксана была? Как сейчас изменилась ситуация? А я слышу, что мы пойдем дальше. Что это значит? Ну, я думаю, что мы просто сделаем для нее сеанс. Да, прекрасно. Теперь я хоть знаю, почему меня так сильно к ней тянуло Да. все время. Так, посмотри, как сейчас выглядит моя связь с собой, моя способность слышать себя. Ты говоришь, я слышу. Просто нужно прислушиваться. Мгм. Так, полностью ли я убрала этого монстра черта родового Я своего слышу пространства? продолжать. Да, контракты расторгнуты, но я слышу продолжать. Так, что продолжать? Идти своим путем. Нам Мгм. нужно заканчивать, потому что может быть Да, что-то срочное. ага, хорошо. А, Давай тогда маска от мамы. Полностью ли я убрала? Но она исчезла, когда ты этот контракт родовой расторгла. Мгм.
Хорошо. Посмотри, как я сейчас выгляжу. Выглядишь как ангел и смеешься и говоришь, что придешь снова. А я смеюсь и Ага, говорю: хоть 100 раз, хоть много раз. хорошо. Договор, который у нас с тобой, потом посмотрим. Да, Хорошо. Спроси у меня, все ли мы сегодня для меня сделали. да, ты говоришь, что ты исполнила свой сон, мой сон, который я видела много лет назад. Мгм. Хорошо. Тогда поднимаемся максимально вверх, Да. наполняемся живыми энергиями любви, Мгм. гармонии, радости, благополучия, здоровья, молодости, красоты, богатства. Да. Отсоединись от Мгм. всех и от всего. Да. Проверь свое личное пространство, Все чисто. очисти, закрой все порталы. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Что ты его руку вот так убираешь, ты отказываешься с ним прогуливаться по Елисейским полям. Мгм. Вот. И я вижу, как ты берешь этот портрет, разрываешь. Так, как меняется ситуация с этим порталом у меня под ногами, который этот дракон образовал? Я вижу, что ты говоришь, вот, Тарас вот так уходит, это все уходит, а ты говоришь, ты больше ко мне не придешь, потому что шел голос, что он еще придет. А ты Мгм. говоришь, ты больше ко мне не придешь. Говоришь, что ты запрещаешь. И говоришь, забери свой кулон. И берешь, и вот этот черный кулон, ну, то есть негативный человек дарит подарки, которые заряжены негативом. Мгм. Вот. А он не искренний был. Мгм. Я это все Ты отдаешь, и возвращаю, вдруг отдаю, эти очищаю. слова матери прозвучали. Ты останешься одна. И вот они как бы связалась с этим случаем, и сейчас я вижу, как это материнское проклятие, оно разорвалось, потому что Мгм. ушла эта зацепка. Освобождай. И ты вот так вот это платье, которое вначале хотела как бы сбросить, даже не платье, а как такой мешок какой-то, ты это все Мгм. сбрасываешь. Все полностью очищаю свое пространство, исцеляю, восстанавливаю, И возвращаю всю свою живую, светлую, чистую энергию в соответствии с моим эфирным эталонным ДНК, весь свой потенциал, все частички моей души. этот аппаратик, который вот с этим рычагом был, отправляй туда, откуда он пришел, Мгм. возвращай всю Истинному твою энергию. хозяину все Да. отправляю, все чужеродное, все, что находится в моем пространстве, я все это проявляю на свет, и все это отдаю истинным хозяинам, полностью очищаю свое пространство, закрываю, восстанавливаю, исцеляю, восстанавливаю. Все полностью. Я вижу, как ты говоришь, Вика, ты видишь мои цветы, а у тебя вот это цветы. И Мгм. я говорю, я бы могла быть твоей мамой, и я вижу, как я одеваю тебя в такие ползуночки с такими цветочками, бантиками, такую шапочку одеваю. Ну, мне 16 лет было, да? М. Вот. Мгм. И я беру тебя на ручки, вот, и как-то принесла, как в сектор принятия решений. И когда я тебя туда принесла, я тебе говорю, ты есть. И я вижу, как черная подключка к маме, к твоей, Валентина, оторвалась, вот этот бантик, родовые проклятия, вот эти родовые программы, отпускай все, отправляй Да, туда, откуда точно оно пришло. отпускаю. Ты здесь и сейчас живая э, Мгм. душа, воплощенная на физическом мире, проявляй себя с полной, Мгм. как солнце светит, позволь себе светить, будь и быть тем, кем ты есть на самом деле. И вот я вижу, как крылья, и ты полетела вверх. Мгм. Так, И я хорошо. слышу, что я говорю тебе, я прощаю тебя, прошу прощения у тебя и прощаю тебя за то, что Мгм. мы не встретились раньше. Мгм.
и отправляем ответственность за все преграды тем негативным программам, откуда они пришли, отправляем это все к источнику. О, вижу, как Бафомета это бумкнуло просто, и он так схватился за причинное место и полетел вниз, и вижу, как вот эта черная стрела, которая шла от него и закрывала твое будущее, Мгм. возвратилась к нему, и ты появилась в таком пространстве, считывается свежее, очищенное, вот как после грозы, свежее все. Мгм. Мгм. Так, И ты хорошо, говоришь, проверь. видишь мои ноги? Говоришь, я вернула свою силу. Мгм. Так, а какую силу я себе вернула? Говоришь, быть собой, быть светом. Мгм. Так, а посмотри, как изменилась ситуация с Тарасом между нами. Он ушел, мы убрали его. Да, Мгм. Проверь, расторгла ли я полностью тот контракт, который, когда вот это подключили к диктатору, то, что вот это сожрал Бафомет, как полностью ли изменилась эта ситуация, расторгла ли этот весь контракт, я слышу, когда получишь документ о бумажку. разводе. Ага, Мгм. прекрасно. А, На физике это все закрепится. мгм. Оно уже Так, есть в эфирном пространстве. прекрасно. Пульт управления вот этой Ушел. Да, матрицей нету. полностью убрала, Да. да. Что сейчас с тем экраном, в котором Оксана была? Как сейчас изменилась ситуация? А я слышу, что мы пойдем дальше. Что это значит? Ну, я думаю, что мы просто сделаем для нее сеанс. Да, прекрасно. Теперь я хоть знаю, почему мне так сильно к ней тянуло Да. все время. Так, посмотри, как сейчас выглядит моя связь с собой, моя способность слышать себя. Ты говоришь, я слышу. Просто нужно прислушиваться. Мгм. Так, полностью ли я убрала этого монстра черта родового Я своего слышу пространства? продолжать. Да, контракты расторгнуты, но я слышу продолжать. Так, что продолжать? Идти своим путем. Нам Мгм. нужно заканчивать, потому что может быть Да, что-то срочное. ага, хорошо. А, Давай тогда маска от мамы. Полностью ли я убрала? Но она исчезла, когда ты этот контракт родовой расторгла. Хорошо. Посмотри, как я сейчас выгляжу. Выглядишь как ангел и смеешься и говоришь, что придешь снова. А я смеюсь и Ага, говорю, хоть 100 раз, хоть много раз. хорошо. Договор, который у нас с тобой, потом посмотрим. Да, Хорошо. Спроси у меня, все ли мы сегодня для меня сделали. да, ты говоришь, что ты исполнила свой сон, мой сон, который я видела много лет назад. Мгм. Хорошо. Тогда поднимаемся максимально вверх, Да? наполняемся живыми энергиями любви, Мгм. гармонии, радости, благополучия, здоровья, молодости, красоты, богатства. Да, Отсоединись от всех и от всего. да. Проверь свое личное пространство, Все чисто. очисти, закрой все порталы. Мгм. Ты готова выходить? Да, Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3.